I'm just a girl in love. I can't be fully responsible for my actions. Здрасте, с вами я, Этиль Тян, лучшая в мире репетиторша по СПГС. И сегодня я вам буду глубинно анализировать, так, навскидку слегка, фильм «Жукбокс-мюзикл Плагиатор». Давеча мне попался YouTube-ролик старичка из мультфильма «Вверх» от Pixar, где он теоретизирует, мол, почему русские не любят киномюзиклы и никогда не любили исторические. Потому что чисто гедонизм и чечеточка со свадьбой в конце — это суррогат, или, как сейчас его называют, слоп, для для кривозубых малограмотных крестьян, привычных в лучшем случае к клубку и матерным частушкам у себя в машине. От нейросети даже, фух, кошмар. Кто хоть одну книгу Достоевского прочел, тот не может, живя в России, радоваться от всей души нелепым коленцам бесноватых скоморохов. Иными словами, если у вас есть мозг, то вам нужно не чисто развлекательное кино, а что-то с художественной ценностью и посылом одновременно. И сделать мюзикл с таким набором крайне сложно, просто потому что песнями объяснять многослойные сюжеты не получается. И тут я не согласна с автором этого высказывания. С этого автором этого видео. Нет, говорит Эти. Ранние мюзиклы были версией оперетты, в которой песни делались так, чтобы их можно было продавать отдельно от постановки. Видите ли, если герои периодически исполняют живой актуальный хит, а потом его крутят по радио, то получается синергия, и произведение усиливает как культурную ценность, так и коммерческую. Прибыль постановщиков растет, потому что люди слышат песни на радио и приходят посмотреть мюзикл, и наоборот. Покупают пластинки. Например, Бриолин с Джоном Траволтой заработал еще одну кассу на пластинках с песнями из самого себя. Но покупали их люди, которые фильм зачастую не видели. Им просто нравились песни отдельно. Как вы уже поняли, песни не о том, что сердце красавицы склонно к измене, или что у любви, как у пташки, крылья, или что широка страна моя родная, сложную многослойную драму не поставить. Так что мюзиклы сделали круг в своем развитии и, почерпнув лучшие принципы оперы, вернулись усложненными, мрачными и метафоричными. Как вы уже заметили из намеков ранее на оперу, откуда они брали вдохновение, в идеальном современном мюзикле должна быть одна-две песни для условного радио, а остальные обслуживают контекст повествования. Сложные мюзиклы могут быть и мрачными, как Суини Тодд. Они могут быть остросоциальными, как униженные и оскорбленные, Ле Мизерабле. Или даже стиляги, если кто помнит такой, но это жукбокс, это не считается, фу. Благодаря постмодернизму засовывать сатиру и намеки в мюзиклы даже проще, чем в любой другой жанр. Взять хотя бы классику Кола Портера, который пихал в свои бродвейские детища столько кодинга, вирту сигналинга, док вистлинга, аллюзий и эвфемизмов, что постановки не пускали в театры просто на всякий случай, мало ли, что он там запрятал. Лучше не рисковать. А ведь он работал по старой школе, еще до постмодернизма и арт-рока.
Можете себе представить, сколько всего можно запрятать в мюзикле сейчас? А? И я не могу назвать ни одного толкового мюзикла без повесточки. Она там всегда. А то, что сюжеты несложные, так с драматургией и не поставишь сложный сюжет. Это же не литература. Тоже относится и к любому игровому фильму. У них у всех относительно простые арки. Даже трехчасовые «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля». Странно, кажется, самые длинные фильмы в новейшей истории именно про тюрьму. Не суть. Даже они сюжетно проще среднего романа. К чему я это веду? Фильмы и театральные постановки не должны быть как «Братья Карамазовы». Так что, по логике уважаемого эксперта, кино в принципе неуважаемо интеллектуалами, как и театр. Но на практике то ли интеллектуалы измельчали, то ли эксперт не прав. На самом деле, основная проблема любой киноадаптации мюзикла в том, что оригинал идет на сцене с фиксированной точки просмотра, в то время как игровое кино — это уже не сцена, а условно трехмерное пространство. Эффект suspension of disbelief, когда зрители добровольно подыгрывают актерам, убеждая себя в том, что алые тряпки — это кровь, а в лесу картонных деревьев можно заблудиться. Этот эффект другой с кино. Работает по другим механикам. На сцене играют, в зале подыгрывают. С кино это не сработает. Ну, разве что вы смотрите Догвиль Ларса фон Триера, хотя вряд ли. Мы привыкли к реализму, к спецэффектам. Так что ожидания совсем другие. Плюс большинство людей в театры не ходит, а сидит дома перед телевизором, медленно превращаясь в субстрат для грибов-людоедов. Так что нынче наоборот. Интеллектуалы ходят в театры и хихикают, подпевая дурацким веселым песенкам, а быблом это время кринжует от песен в фильмах и мультиках и требуют максимально реалистичных волшебников и инопланетян. Вот именно таких, которых они обычно видят в своей жизни, а иначе спецэффекты им не нравятся. К сожалению, жукбокс-мюзиклы — это уродливая сестра в театральной семье. Термин «жукбокс-мюзикл» означает произведение, для которого не писали оригинальных песен. Нет. Зачем пытаться попасть на радио, заслужить народную любовь, когда можно взять готовые, чужие хиты и вплести их в повествование? Это как если бы призрак оперы пел не оригинальные арии, которые вам знакомы, а монеточку. По отдельности и то, и другое супер, но вместе... Поскольку русские киноделы избегают любых рисков, они оптимизируют музыкальную часть. Ведь чужой хит, хоть и стоит дороже, гарантирует успех у зрителей. Выходит, нас с лопаты кормят говном, а потом мы же виноваты в том, что нам мюзиклы не нравятся. По логике кинокоммерсантов, если зрителям нравится квашеная капуста и компот, то нужно делать компот из квашеной капусты и квашеный компот. А если не едят, не давать им ни компота, ни капусты. Дикси. Одна баночка шпрот эквивалентна пачке сигарет по своей канцерогенности. Мне это стало очень интересно. Когда я прочитал, я решил проверить. Как обычно, все Теперь к плагиатору. Иронично, что жукбокс-мюзикл так называется, и что там нет Ромы Жукова. С самого начала
Меня терзала непонятная потусторонняя тоска. То ли я перебрала матча латте перед просмотром, то ли смотреть на веселый 91 год в Москве эквивалентно просмотру «Титаника». Ну, знаете, когда счастливые пассажиры танцуют, обсуждают планы на светлое будущее, гуляют с колясками по палубе, играют в керлинг кусками айсберга. Помните эти сцены? Весь фильм — одна большая сцена с оркестром из «Титаника» Кэмерона. Главный герой, кстати, музыкант. Он никак не может сочинить хит и живет на иждивении мамы, перебиваясь шабашками. Иными словами, мажор и тунеядец. Не то что благородные репетиторы по английскому. Живет он в роскошной квартире своей девушки, у которой очень богатый и очень злой папа, который ее содержит. Ну, как следствие, их обоих содержит. И тут у меня вопрос. Вопрос. Золушка трудится, не покладая рук. Спящая красавица Аврора жила в королевстве в состоянии перманентного экономического кризиса. Кругом все в обносках, лохмотьях, ужас. Белоснежка, когда стала служанкой 7 гномов, была счастливее, чем во дворце, где ее, видимо, регулярно сватали старым кровосмесителям и пытались отравить. Жасмина Заладина вообще родилась в мусульманской стране, и как только бы ее выдали замуж, лишилась бы даже намека на свободу, оказавшись в тотальном подчинении и доминировании и зависимости от мужа. Возможно, в собственном дворце при живом отце. Рапунцель вообще не знала, что она принцесса. У Анны из «Холодного сердца», которая мажорка, был собственный сирота Крестов, уравновешивавший ее. Вы, наверное, заметили, что любую серебряную ложечку всегда уравновешивают ушатом говна. Я бы сказала, что это серебряная ложечка дегтя. А в плагиаторе? В плагиаторе один мед. Она мажорка, ей хорошо. Он мажор, ему хорошо. Все богатые, здоровые, красивые, нашли свою любовь. Ну и кто с ними должен себя ассоциировать, а? У них даже проблем нет. Это уже не проблемы белых людей. Даже не знаю, не проблемы белых людей. Капризы, блин. Впрочем, должна заметить, это довольно оригинально. Герои, у которых все хорошо и которые бесятся с жиру, такого снимают мало. Вне американских ситкомов, конечно. Проблема в том, что сейчас, в 26-м году, люди смотрят на ценники в продуктовом, ничего не покупают и идут гасить мажоров, рассекающих на электросамокатах из классовой мести. Почему-то формула Великой депрессии, когда провальный, повальный эскапизм помогает сбежать от реальности, провалиться в иллюзию и пережить потрясение за счет веры. Мне кажется, во всем СНГ так не работает. Мне кажется, если снимать про очень счастливых и богатых, допустим, казахов, им все равно не будет приятно на это смотреть, потому что они будут чувствовать, что это все какая-то благоглупость. Ну, возможно, я не права. Мне кажется, постсоветским жителям намного ближе Чарли Чаплиновский вариант Великой депрессии, когда сначала ты бродяга, а потом у тебя все хорошо. И неважно, ты все еще бродяга, и уже еще один плюс фильма — это дуля в кармане. Потому что когда батя-олигарх главной героини устраивает лютый кринж, а все вокруг натужно делают вид, что все хорошо и так и должно быть, то это идеальная отсылка не только на Пупу лично, но и на постсоветский правящий класс в целом.
И хоть потом нам устраивают его оправдание, обеление через виктимность, как в «Стране хороших деточек», если кто помнит, был такой тоже детский фильм-мюзикл, там хотя бы были оригинальные. Он не понравился Бэдкомедию, но я с ним не согласна. Мне «Страна хороших деточек» нравится, местами затянута. Главная добрячка слишком слащавая, фу. Но в целом очень даже очень лучше, чем «Плагиатор». Это происходит, вот это обеление злого пупы, происходит настолько далеко в фильме, что предыдущий эффект с критикой никуда не уходит. Все уже все поняли, всю Дуну разгадали. Кроме цензоров, эти почему-то пропустили, видимо, ну ладно. Еще была сцена с барыгой, которая сама обогащалась за счет системы и игнорировала народное настроение. Главный герой ей говорит: народ обижать, это надо быть либо дураком, либо царем. после чего ее ларек опрокидывают возмущенная толпа. Ну что это, если не метафора? Ну куда уж прямее, почти в лоб. По-моему, здорово. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankees. Еще одна необычная и авангардная черта плагиатора — выставка-коллекция ружей Бондарчука. Это ружье Бондарчука. Этот термин ввел Бэдкомедиан, имея в виду чеховские ружья, которые не стреляют. Зрителям как бы намекают на возможные события или исходы, дают предпосылки и потом обманывают их ожидания и просто забывают о предпосылках. Кого-то такое разочарует. Меня вот немножко. Но в то же время это очень свежо, не правда ли? А вот чего фильму простить нельзя, так это тренд 2019 года на множественные параллельные вселенные, реальности и временную петлю. По сути, плагиатор — это временная петля в прошлом, куда герой отправляется из очень условно нашего времени. А впрочем, без примет времени, там нарочно нет никакой рекламы, никакой бытовой или политической конъюнктуры. Нельзя никак поймать, чем мы были все, но крыльев ей нам не связать. Проблема не в этом. Проблема в том, что все мы прекрасно знаем основной принцип истории про временные петли, путешествия во времени, а также волшебных джинов, золотых рыбок и прочие wish fulfillment. В конце истории все должно что? Что, вы не знаете, что должно, нет? Чтобы снова стало как всегда. Тогда я вас просвещу. Все должно вернуться в то же положение, с которого все начиналось, а герой должен полюбить статус-кво, раздвинуть лапки, перестать барахтаться, как лягушка в кувшине с молоком, и мы вслед за ним тонем в сладостной неге копиума. На том свете воздастся, в следующей жизни. Когда я стану кошкой, на-на-на-на. Это любимая рефлексия хоббитов. It was a hobbit hole, and that means comfort. Борьба вредна. Прячемся по норкам и любим свою бой. Привет, Ницше. Опять. Музыканту не надо даже жертвовать собой, чтобы менять историю и спасать миллионы людей. Неважно от чего, лишь бы выжили, дальше пусть сами разберутся, Он не Марти Макфлай. Он неуязвим, потому что мы видим мужчину, который его зачал. В тот же день мы его видим. Что объясняет, почему отец по сюжету его не хотел. Он знал, что ребенок от бывшего жены. Когда музыкант возвращается в свое время,
Остаются изменения в истории, но не в нем. Следы на нем рассасываются. Это не Марти Макфлай, который не хочет жертвовать собой во имя спасения человечества. Такого трудно ожидать от Нормисов, я понимаю. Музыкант Егор почти ничем не рискует, но от его действий больше вреда, чем пользы. Так и хочется кинуть в него саной тряпкой. Натуральный дегенерат. Антигерой. В итоге у нас не самые симпатичные персонажи. Мать героя – бандитская подстилка и профурсетка, готовая на все ради славы. Биологический отец не предохраняется и отказывается исправлять свою любовь, чтобы она стала хорошим человеком. Фактически отец явно латентный гей и за деньги готов бросить свою девушку и жениться на ком скажут. Вдобавок, если ему немного помочь, становится газпромовским кровопивцем. Девушка героя – эгоистичная мажорка с мозгами куклы Барби. Сам Егор – антигерой-мизантроп. Второстепенные персонажи – клейма ставить негде. Какой-то паноптикум психопатов и мизантропов. А в конце оказывается, что все это был сон собаки. А? Каково? Видимо, авторы таким образом окончательно сняли с себя ответственность. Мол, если вам что-то не нравится, ну, не сажать же нас в тюрьму, это все шутка. За что я их не виню. Когда я уже настроил движение рук, это так тупо. Ладно, всем плевать. Если вам нравится такое кино, то, пожалуйста, смотрите. Но честно, «Плагиатор» — это прокачанная версия новогоднего шоу на центральном телевидении. Суини, милый, не спеши. У нас куча времени для твоих клиентов. Пирожки будут готовы, когда ты скажешь.